Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем шапку крючком очень-очень простым узором. Шапка связалась на обхват головы 50-52 сантиметра. Приступаем к первому ряду. Я набрала число петель цепочки кратно 6, провязала уже ряд столбиками с накидом. Теперь 3 воздушные петли подъема. Следующие 2 петли провяжу лицевыми рельефными столбиками. Это будет половина раппорта узора. Раппорт узора у нас равен 6 столбиков. Половину провязали. Следующие 3 петли распределяем так: изнаночный рельефный столбик, изнаночный рельефный, провязали. Теперь пышный столбик буду вытягивать 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провяжу накиды вместе и 2 петли вместе. И далее изнаночный рельефный столбик. Таким образом у нас провязанный раппорт. Раппорт узора состоит из 6 петель. Будем чередовать 3 лицевых рельефных столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем накид на крючок, провяжем изнаночный рельефный, провязали. Теперь пышный столбик вытягиваем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провяжем накиды вместе. 2 петли на крючке вместе. И накид на крючок провяжем за следующий столбик изнаночный рельефный. Так будем чередовать до конца ряда. 3 лицевых столбика и 2 изнаночных, и между ними пышный столбик. Раппорт узора 6 петель. Продолжаем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Второй ряд и все последующие ряды все то же самое, только будем каждый раз смещать на одну петлю. Делаем 3 воздушные петли подъема. Теперь лицевой рельефный, то есть немного смещаем вперед. Второй лицевой рельефный. И вместо изнаночного столбика провяжем сейчас лицевой рельефный. То есть узор смещаем на 1 столбик вперед. Также чередуем 3 лицевых и изнаночные, между ними пышный. Только у нас будет смещение на 1 петлю в каждом ряду. И так будем вязать до нужной высоты. Сейчас за пышный столбик провяжем изнаночный рельефный, изнаночный рельефный столбик. За изнаночный предыдущего ряда провяжем пышный. Буду вытягивать также 5 петель. Провяжу накиды вместе и 2 петли вместе. И вместо лицевого провяжу изнаночный. То есть узор точно такой же, как в первом ряду, но смещаем на 1 петлю вперед. И так будем делать в каждом ряду. И будем вязать узором этим до нужной высоты.
Я связала высоту 14 сантиметров. Теперь начну убавлять. Первый ряд убавок лицевые провяжу лицевыми по рисунку, изнаночные пропускаю, а над пышным столбиком буду провязывать пышный столбик. То есть в этом ряду у меня убираются 2 изнаночных столбика по бокам от пышного. Сейчас провяжу пышный столбик. Теперь изнаночный столбик пропускаю, а лицевые столбики буду провязывать по рисунку лицевыми до конца ряда. Пышный столбик провяжу пышным столбиком. Так, вяжем до конца ряда. Узор никуда не смещаем. Просто убираем изнаночные рельефные столбики. Пропускаем изнаночные рельефные. Над пышным столбиком предыдущего ряда вяжем пышный столбик. Также вытягиваю по 5 петель. В следующем ряду убавок над пышным столбиком вяжу пышный столбик. Также вытягиваю 5 петель. 2, 3, 4, 5. Провяжу накиды вместе. И 2 петли на крючке вместе. Теперь 2 столбика провяжу лицевым рельефным из 3, а второй столбик провяжу на своем месте. То есть 2 вместе, одиночный, лицевой рельефный. На месте пышного вяжем пышный. Также вытягиваю 5 петель. И в этом ряду, получается, мы убавляем лицевые рельефные. Делаю накид на крючок. Первые 2 лицевых провяжу вместе. Второй столбик предыдущего ряда провяжу лицевым рельефным. Так буду убавлять до конца ряда. В этом ряду провязываю пышные столбики над пышными столбиками и продолжаю убавлять лицевые рельефные. Провяжу 2 лицевых рельефных вместе. Таким образом, в этом ряду у нас получаются пышные столбики, а между ними 1 лицевой рельефный. То есть провязываем вместе 2 лицевых рельефных. Продолжаем убавлять. В этом ряду я провязываю
над пышными столбиками пышные столбики, а лицевые рельефные пропускаю. Лицевой рельефный пропускаю, над пышным столбиком пышный столбик. Так вяжу до конца ряда, пропуская лицевые рельефные столбики. Последний ряд убавок провязываем по 2 пышных столбика вместе. Вот такая шапка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!